Представьте, шумный зал, громкие голоса, крики амбиций, советы миллионеров, интервью инвесторов. Все спорят о том, как стать богатым. И вдруг тишина. В этой тишине и есть ответ. Не там, где шум. Не там, где хайп. А там, где тихо. Потому что деньги действительно любят тишину. И сегодня ты узнаешь почему. Книга Андрея Курпатова не о том, как открыть бизнес. Не о том, как торговать криптовалютой. И даже не о том, как составить финансовый план. Она о том, как устроено твое мышление, твой мозг, твои реакции на деньги. И почему большинство людей обрекают себя на бедность, даже не осознавая этого. Мы погрузимся в 10 ключевых идей. И в каждой ты найдешь не просто мысль, ты увидишь отражение себя. Будь готов. Это не просто информация. Это зеркало. Наш мозг эволюционировал, чтобы выживать, а не богатеть. Когда ты стоишь в магазине и выбираешь между потратить и отложить, побеждает дофамин. Когда ты хочешь быстрый результат, а не стратегию, побеждает дофамин. Когда ты тратишь деньги на то, чтобы почувствовать себя лучше, побеждает дофамин. А богатство не любит дофамина. Богатство – это дисциплина, это тишина в голове. Это умение ждать. Курпатов показывает, наш мозг не хочет богатства. Он хочет удовольствия прямо сейчас. И пока ты не научишься обманывать свой мозг, богатство будет казаться чем-то далеким и невозможным. Настоящий успех не в деньгах, а в спокойствии и ясности, с которыми ты управляешь своими желаниями. Ты думаешь, что контролируешь свою жизнь? А теперь послушай это. 90% решений ты принимаешь неосознанно. Ты покупаешь не то, что тебе нужно, а то, что красиво упаковано. Ты инвестируешь не туда, где логика, а туда, где эмоции. Мы живем в иллюзии контроля. И теряем деньги именно потому, что не знаем, почему делаем то, что делаем. Курпатов называет это ментальной ловушкой. Мы не глупые. Мы запрограммированы. Решение. Наблюдать за собой. Каждый раз, когда ты собираешься потратить деньги, задай себе простой вопрос: зачем? Я это выбираю или моя привычка? Это и есть путь к реальному финансовому мышлению. Не внешнее, внутреннее. Один из самых парадоксальных выводов книги – богатые умеют быть в одиночестве. Звучит странно. Сейчас объясню. Толпа – это эмоции. Толпа – это страхи. Толпа – это информационный шум, а деньги любят тишину. Курпатов утверждает, спокойствие приходит тогда, когда ты умеешь быть один. Без сравнения. Без соцсетей. Без бесконечного «кто лучше?». Когда ты в одиночестве, ты думаешь. Когда ты в тишине, ты слышишь себя. А значит, можешь принимать решения, а не реагировать. Хочешь быть богатым? Учись быть один. Потому что богатство – это не толпа, это путь вглубь. Шум убивает богатство. И это не метафора. Шум – это соцсети, которые кричат: «Посмотри, у всех все лучше». Шум – это советы, которые тебя сбивают. Шум – это внутренний диалог, в котором ты сам себя разрушаешь. Курпатов говорит, информационный шум разрушает мышление. А значит, разрушает путь к деньгам. Если ты постоянно читаешь, что кто-то стал миллионером за год, ты не думаешь стратегически. Если ты слушаешь всех подряд, ты теряешь фокус. Если ты в голове споришь с собой, ты не действуешь. Только тишина дает возможность слышать суть. Настоящие деньги живут там, где нет суеты. Бедность – это не отсутствие денег. Это мышление, из которого нельзя выйти, пока ты его не распознал. Пример: тебе пришла зарплата, и ты чувствуешь, надо себя порадовать. Ты купил, стало легче. Ты снова ждешь следующую зарплату.
это замкнутый круг. И он работает на уровне нейронных цепочек. Каждая покупка – как наркотик. Каждое «я заслужил» – как инъекция. Курпатов объясняет, бедность – это когнитивная петля. Пока ты в ней, ты не выйдешь в богатство. И богатство начинается не с больших доходов, а с одного действия – прекрати подкреплять бедное мышление. Многие думают, чтобы стать богатым, надо выглядеть на миллион. Именно это делает людей бедными. Настоящие богатые – тихие. Они не соревнуются в машинах. Они не выкладывают каждый поход в ресторан. Они не объясняют, почему они лучше. Курпатов утверждает, потребность в показухе – признак внутренней бедности. Почему? Потому что тебе нужно доказательство, что ты стоишь чего-то. А если нужно доказательство, значит, ты не уверен. Уверенность – это когда ты спокоен. Ты знаешь, куда идешь. И тебе не нужно кричать об этом. А значит, ты уже богат. Даже если пока в кошельке немного, самый большой враг денег – страх. Не бедность, не неудача, а страх, что будет хуже. Когда ты боишься, ты принимаешь худшие решения. Ты сливаешь акции на панике. Ты боишься начать бизнес. Ты не веришь в себя и откладываешь жизнь. Курпатов называет это когнитивный паралич. Мозг не может думать, когда боится. А значит, ты не способен зарабатывать, когда в тебе живет страх. Выход – не бороться, а наблюдать. Замечать свой страх. Не подавлять, а понимать. И тогда у тебя появляется выбор. Свобода начинается с тишины внутри. Ты думаешь, что тебе нужно больше денег, больше вещей, больше впечатлений. А если все наоборот? Настоящее богатство – это простота. Меньше трат, больше свободы. Меньше вещей, больше ясности. Меньше обязательств, больше энергии. Курпатов говорит, избавься от лишнего, и у тебя появятся ресурсы. Все, что ты покупаешь, ты обслуживаешь. Все, что ты владеешь, занимает твое внимание. Каждая новая цель – новая тревога. А когда ты умеешь жить с малым, ты свободен. А значит, ты богат. Большинство людей гонится за доходом. Но Курпатов утверждает, доход – это следствие, причина в твоей голове. Если ты не умеешь управлять собой, даже миллион ничего не даст. Ты его потеряешь, растратишь, испортишь жизнь. Если же ты умеешь держать фокус, быть в тишине, наблюдать за собой, ты можешь стать богатым даже при скромном старте. Богатство – это не сумма. Это структура твоего мышления. Именно этому и учит книга. Настоящие деньги приходят к тем, кто умеет ждать. Последняя мысль. И, пожалуй, самое важное. Мир научил нас хотеть все быстро, быстрые деньги. Быстрые решения. Быстрые результаты. Но настоящие деньги приходят не к тем, кто бегает, а к тем, кто движется медленно, но точно. Курпатов показывает, умение ждать – это сила. И чем тише ты идешь, тем громче твой результат. Именно в этой тишине рождение настоящего богатства. Ты только что услышал не просто книгу. Ты услышал себя без шума, без страха, без спешки. Если тебе откликнулось, значит, в тебе уже есть та точка роста, из которой вырастает богатство. Поделись этим видео. Пусть еще один человек остановится в суете и услышит тишину. Именно там все ответы. Это был Код денег. До встречи в следующем видео.